Мы находимся в Киеве и собираемся сейчас посетить Байковое кладбище. Одно из самых старейших кладбищ Украины, которому уже практически 200 лет. Оно находится на возвышенности и разделено на две части. Старейшая часть и более новая часть, где сохранение начинается с 80-х годов. Такая характерная черта этого кладбища, что могилы здесь, а именно участок, на котором расположено захоронение, является собой как таковой, можно сказать, склеп в коем-то роде. А именно, когда на одном участке находится даже более 10 могил, они так компактно расположены. Здесь проводят экскурсии. Здесь есть указатели могил известных исторических личностей. Мы, наверное, тоже пойдем по указателям. Откровенно говоря, я здесь вообще в первый раз. Нам сюда, походу, да? Я здесь, можно сказать, второй раз. Но фактически вот так, чтобы целенаправленно приехать на кладбище, на Байково, то в первый раз. Какая-то конструкция. И здесь такие вот узенькие проходы между могилами, они так натрамбованы здесь очень плотненько одна к другой. Вот, собственно, могила Лесі Українки. Здесь, чтобы зайти, попасть к какой-то отдельной могиле, иногда приходится блуждать между такими узенькими переходами, а порой кажется, как будто этих переходов вовсе не существует, поскольку, например, вот тот вот задний ряд, они фактически я даже не знаю, куда попадать. Вот они как-то одна на другой стоит. Мы постараемся просто прогуляться и показать, как выглядит Байковое кладбище. Здесь, кстати, хоронят людей до сих пор. Место на кладбище стоит здесь довольно больших денег. Я не знаю, куда оно здесь разрастается, поскольку находится оно, можно сказать, в какой-то степени в центре Киева. Вот такая могила. Научный СССР. Так вот есть, смотрите, совсем старые могилы. 1858 год. 14 году скончался. А вот несколько поколений здесь похоронено. Тоже такое. А вон как раз тоже массовое, скажем так. Массовое — это неправильное слово, конечно.
наверное, общая могила. Нет, общее тоже неправильное слово. Мы как-то вышли с основного пути и идем по тропинке сейчас. Непонятно, кто это. Ну, интересно. Вот. Бюст молодого человека. Фамилия, инициалы стерлись. Вот мы вышли опять на основную дорогу. Я так понимаю, что мы должны были туда выйти, да? Ну, конечно, так бесцельно бродить, скажем, это, возможно, не совсем правильно, поскольку здесь похоронено очень много выдающихся людей, и их могилы имеют определенные отметки, и, соответственно, чтобы к ним прийти, нужно знать, куда идти, ну, знать расположение их места захоронений. А мы тыняемся, так сказать, просто разглядывая захоронение. Как обладатели современных технологий мы в интернете ознакомились с расположением кладбища и обнаружили, что оно в принципе разделяется на две части, а именно для того, чтобы попасть во вторую, нам нужно перейти через дорогу. Мы сейчас следуем вон к тому входу помпезному. Наверное, пока никого нет, нужно перебежать быстренько, да? Немаленько. Вот все, вход. Я думаю, через ворота. Какая-то экскурсия проходит. Вон и карта. То есть, я так понимаю, что вот это действующая часть кладбища. Здесь целые памятники возведены. У нас остается не так много времени, чтобы осмотреть здесь все, что бы хотелось, поскольку вот темнеет сейчас рано, уже часа в 4. Можно будет только с фонариком здесь ходить. Там тоже целые изваяния. Деньги. Если знать историю этих людей, то можно рассказывать бесконечно об их жизни, об их деятельности. Но, кстати, Черновол. Политический деятель украинский. Потом. В Киеве находится мост, названный в честь Евгения Оскаровича. Институт, да. Потому что, я так понимаю, это сын и отец, да?
Да. Герои Советского Союза. Это какая-то совсем старая могила. Решили повернуть. А это саркофаг. Народный артист СССР. Да, походу мы находимся на правильном пути. А вот еще какая-нибудь могила с изваянием. Да, очень много захоронений и есть такие вот прямо целые склепы. Вот такой вот склеп. Целая такая конструкция монументальная. Склеп с адресом. Там тоже склеп. И здесь. Да. Это еще, наверное, где-то можно наверх зайти каким-то Ну, по центральной линии, может быть. образом. Вышли к вот такому вот склепу. Ну, сюда. Сюда вверх. Сейчас дорога так вот должна зигзагообразно. Пойдемте вверх. Да, этим строением, наверное, очень много лет. А мы поднимаемся выше. Сюда, наверх или прямо? Можно и сюда. Мы пошли-то еще выше. Дороги расходятся в разные стороны. Они потом сойдутся. Сойдутся. Вон там захоронение тоже каких-то значимых людей. Возможно, в какой-то степени я чувствую себя глупой, поскольку ты смотришь на этих людей и понимаешь, что они сделали какое-то выдающееся открытие, возможно, или производили какую-то важную научную деятельность, или оставили след в литературе, там, в кинематографе, в принципе, в жизни общества. А ты смотришь на их фамилию и не знаешь, кто это. Ну, все знать тоже, конечно, не будешь. Но надеюсь, что мы обязательно ознакомимся с историей их жизни. Фотографию этой женщины увидела. Привлекла внимание. Это уже не просто кладбище, это целое народное достояние, наверное, если так можно сказать. Все история жизни Киева, не только. Тоже какая-то старая могила.
такие старые фотографии из прошлого века. Мы пришли к какой-то части кладбища, где, можно сказать, целый город из таких монументальных захоронений. Вот захоронен чемпион СССР. Можно вот так вот, я так понимаю, зайти. Я думаю, где здесь тропинка, чтобы зайти внутрь. Фотографии этих людей взирают на пришельца, так сказать. Фотографии мертвых людей. Здесь так тихо, в отличие от той части кладбища, где мы были недавно. Здесь, можно сказать, полное умиротворение царит. Боксер, судя по всему. Скажу такую банальную вещь. Здесь ходить очень неудобно. Я даже не знаю, можно ли наступать на вот эти вот выступы, потому что здесь очень много травы, и они прямо в ногах путаются. Книги высеченные из камня. Биохимия. О, вот Анатолий Андреевич Димаров, я знаю, это писатель. По его книге сняли сериал не так давно «И будут люди». Вот это вот я человека знаю. По кладбищу ходят люди. Вот это, кстати, похоже, но я еще не уверена. Все тоже осматривают могилы. Сколько уже можно сказать, что это фактически музейный комплекс в какой-то степени. Тут могила актера Николая Гринько. Он снимался во многих замечательных фильмах, в том числе в фильме Тарковского «Андрей Рублев».
Вот здесь находится его захоронение на Байковом кладбище. Находится он здесь со своей супругой. Мы уже собираемся ехать обратно в город Чернигов, поскольку время поджимает и хотелось бы хотя бы выехать с Киева до темна. Я думаю, что это не просто кладбище, а книга историй, книга множества судеб, поскольку ничто не является вечным, кроме смерти. Даже если могила безымянная, даже если там фактически ничего не осталось, кроме надгробия или креста, или в принципе хоть какого-либо упоминания о том, что здесь кто-то погребен, история этого человека будет захоронена вместе с ним. И, возможно, кто-нибудь, кто ее узнает, передаст ее другим людям. Таким образом, можно сделать вывод, что, наверное, все-таки история вечна. Но ее никто никогда не помнит, и она все время повторяется. Что-то дымит. Кстати, в Киеве действует крематорий, поэтому, похоже, это захоронение праха. Вот здесь находится. Мы покинули территорию кладбища. Идем сейчас по улице. Вот такой вот вход. Дополнительный, наверное, или основной вход на территорию кладбища, поскольку их там как бы вон тут основной, куда заезжают машины, и там находится крематорий, который дымит очень сильно. А вот здесь вот вход один, там сзади второй вход. И по кладбищу здесь, наверное, можно ходить в вечность. Латинская надпись. Не уверена, что именно она значит. Такой вот готический вход. Ну, а мы... Это и действительно. Возможно. Ну, Моринтур, это, по-моему, как раз-таки что-то со смертью связано. Ну, главное прожить жизнь достойно, чтобы после смерти никто не хотел обходить могилу мертвого человека стороной или плевать на нее, не дай Боже.